Привет, друзья! Так как я родом из Молдавии, я решила поделиться с вами рецептом слоеных молдавских плацент. Каждая хозяюшка их готовит по-своему, а сегодня я вам покажу, как готовили их в моей семье. Выпекать мы их будем в духовке, так что это будет еще и полезнее. Хотя их можно жарить и на сковороде. И приготовим мы их сегодня с 3 разными начинками – с творогом, картофелем и тыквой. И первым делом ставлю отваривать картофель. Пока картофель варится, мы приготовим тесто. Беру 400 мл теплой воды, я ее немного подогреваю. Добавляю 2 неполные ложечки соли. Хорошенько перемешиваю до растворения соли. Добавляю 1 яйцо, хотя их можно готовить и без яиц. Затем добавляю 2-3 столовые ложки растительного масла. Перемешиваю и затем постепенно добавляю муку. На канале у меня уже есть видео, как можно приготовить маленькие плаценты-треугольнички и как готовят вертуты из этого же теста. Я вам обязательно оставлю ссылочки в описании под видео, так что кому интересно, заглядывайте. И обязательно оставлю рецепт в описании под видео. Когда уже трудно перемешивать вилкой, я перемешиваю руками. Затем припыляю стол мукой и вымешиваю еще немного на столе. Не забивайте сильно тесто мукой. Видите, какое оно должно получиться? Даже слегка липнет к рукам. Затем раскатываю немного в жгут и разделяю на 8 равных частей. Каждый кусочек у меня получился примерно 185 грамм. Затем припыляю стол мукой и замешиваю все кусочки в круглые колобки. Вот таким образом. И теперь выкладываю их на расстоянии друг от друга на досточку, припыленную мукой. Накрываю обязательно пищевой пленкой, чтобы тесто не обветривалось, и кухонным полотенцем, и оставляю тесто отдыхать. Пока мы с вами готовили тесто, отварился картофель, а теперь разминаем его в пюре. Не добавляем ни молоко, ни сливочное масло. Теперь нам понадобится крупная луковица, и нам нужно нарезать ее мелко. Теперь в сковороду наливаю немного растительного масла и отправляю лук поджариваться. И поджариваю его на медленном огне до прозрачности. Ну, конечно, время от времени перемешиваю. И пока лук поджаривается, мы натрем тыкву. Посмотрите, какая у меня прикольная тыква. Тыкву я натираю на крупной терке. Этот сорт классный, не водянистый. А если у вас водянистый сорт тыквы, натрите ее заранее и дайте ей немного стечься на дуршлаге. Вот такая полная тарелка тыквы мне хватит на 2 плаценты. Не забываем перемешивать наш лук. Лук немного прижарился, выключаем. А теперь хорошенько присаливаем картофельное пюре и добавляем жареный лук к картофелю. И еще я обязательно добавляю черный молотый перец, но если вам перец не нравится, можете не добавлять. Хорошенько все перемешиваю, и наша картофельная начинка готова. Вот такая начинка у нас получилась. Оставляем ее остывать и приступим к следующей. Беру 500 грамм рикотты, а вы можете использовать творог. И добавляю 1 яйцо. Добавляю еще 2 щепотки соли. И хорошенько перемешиваю до однородной массы. Если вы готовите с творогом и ваш творог более сухой, добавляйте 2 яйца. Вот такая творожная начинка у нас получилась. А теперь приступим к приготовлению плацент. Припыляю стол мукой и раскатываю наш колобок теста как можно тоньше.
Время от времени нужно подсыпать муку и переворачивать тесто на другую сторону, чтобы тесто не прилипало к столу. Раскатываем тонко-тонко, насколько это у вас получается. А теперь краешек теста растягиваем вот таким образом по всему диаметру. Ничего страшного, если в некоторых местах у вас немного порвется тесто. А теперь что мы делаем? Тыльной стороной рук растягиваем тесто еще больше, вот таким образом. По всему диаметру нужно чувствовать тесто. Оно должно получиться тоненьким-тоненьким, просвечиваться. Выкладываем растянутое тесто на стол, поправляем, если нужно. Вот так тоненько мы растянули тесто. А теперь поливаю его немного растительным маслом и хорошенько руками распределяю масло по всей поверхности. И теперь нужно сложить тесто втрое. Вот таким образом. Снова поливаем растительным маслом и хорошенько распределяем по поверхности. За счет этого плацинды получатся вкусные, слоеные. И снова складываем втрое. И у нас получается вот такой квадратик. Теперь выкладываем картофельную начинку в серединку. Выкладываем побольше, чтобы было вкусно. Немного распределяем, чтобы получился круг. Примерно вот так. И теперь немного растягивая уголки, загибаем к серединке. И теперь свободные края растягиваем вот таким образом. И также загибаем к серединке. И получается вот такой конвертик. И теперь аккуратненько переставляем форму для выпекания. В эту форму у меня помещается 4 штуки. Моя форма размером 40 на 40. Все 4 я сделала с картофелем, а сейчас поливаю их слегка растительным маслом и распределяю масло силиконовой кисточкой по всей поверхности. И теперь можно отправлять их в духовку. Духовку я предварительно разогреваю на 220 градусов и выпекаю их до румяной корочки. Но, как я уже говорила, вы можете их жарить на сковороде. Если вы будете жарить, жарьте их на медленном-медленном огне с 2 сторон. И пока наши плациндочки выпекаются в духовке, мы приготовим следующее с творожной начинкой. И на это количество теста мы выкладываем половину творожной начинки, которую мы приготовили. Кстати, в творожную начинку у нас в Молдавии многие добавляют укроп и зеленый лук. Если вы любите с зеленью, добавляйте, а я больше люблю без зелени. И еще раз покажу вам, как сформировать плацинду.
И я уже сформировала 2 плацинды с творогом. А сейчас приготовлю еще 2 с тыквой. Половину тыквы выкладываю в серединку. Добавляю 2 столовые ложки сахара. С тыквой у нас будут сладкие плацинды, вкусные. И еще я добавляю кусочками сливочное масло. Закрываю в такой же конвертик и выпекаю в духовке. И вот такую вкуснятину мы с вами сегодня приготовили. Это традиционное блюдо молдавской кухни. Плацинды получаются слоеные, хрустящие. Это не просто вкусно, это обалденно вкусно. Если кто-то из вас еще никогда такие не готовил, обязательно попробуйте приготовить. Увидите, вам понравится. И готовить вы их можете с разными начинками. И с капустой, например. Смотрите, я покажу вам поближе, какие они получаются румяные, хрустящие. Это с творогом. И снизу хорошо пропеклись. А это с тыквой. А это с картофелем. Слышите, как хрустит? Давайте покажу вам и в разрезе. Видите, с творогом? Сейчас еще лучше видно, какие они слоеные. С тыквой. Видите, сколько начинки? С творогом и с тыквой я обожаю. А вот с картофелем сильно любит мой сын. Смотрите, сколько начинки. Ну и на этом я с вами прощаюсь. Всем пока-пока.